Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы хотим с вами поделиться волшебной фразой. Эту фразу нужно повторять в течение дня. Что это за фраза и почему мы рекомендуем это делать, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Обязательно эту фразу нужно повторять на протяжении дня. Почему? Потому что нужно программировать себя, свое сознание, свой мозг. Что бы ни происходило в вашей жизни, плохое, хорошее, что-то у вас не получается, или наоборот, у вас все прекрасно, у вас все чудесно, потому что в этих простых словах заключается достаточно мощная сила, о которой вы, возможно, даже не подозреваете. Те, кто уже начал использовать эту практику, смогли достигнуть больших высот, потому что, управляя своим отношением к миру, вы управляете своей реальностью. Помните о том, что каждый человек имеет свой мир, имеет свои мечты, имеет свои желания. Даже если вы возьмете одну семью в рамках просто одной семьи, не государства, не страны, а именно свою семью, где есть даже муж или жена, или сестра и брат, вы увидите, что у каждого свой мир, у каждого свои мечты, у каждого свои желания. И это нормально, потому что каждый человек пришел в этот мир для того, чтобы постигнуть и достичь чего-то своего. Если вы обращали внимание, есть люди, которые стремятся заработать побольше денег, вложить в какой-то бизнес и заново, знаете, вот такая вот белка в колесе. А есть люди, которые имеют огородик, маленький домик, огород, где они выращивают помидорчики, огурчики, капусточку и еще что-то. И они счастливы, они довольны, они ездят на выставки, посвященных овощеводству, растениеводству, и покупают там какие-то растюшки для того, чтобы посадить и порадовать себя, порадовать окружающий мир. И это также нормально. Нужно понимать о том, что нужно всегда быть благодарным. Быть благодарным за то, что вы имеете в данную секунду, в данный момент. Да, вас это, возможно, на данный момент не устраивает. Почему? Потому что вы хотите развиваться, вы хотите двигаться дальше. Но здесь возникает другой вопрос. А что же вам делать? Потому что каждый человек очень боится незнания и непонимания того, что будет происходить далее. Далее в его жизни, далее по улице, на дороге, на работе. Возможно, вы обращали внимание, когда вы приходите на работу, и вы знаете, что вам нужно отработать вот с 9 до 6. У вас есть инструкция, по которой вы работаете. Но если завтра вас начальник пригласит на совещание и скажет, что нужно сделать, например, разработать макет буклета какого-то или пора проработать над статьей в газете или в журнале, вы сразу, наверное, упадете в обморок, потому что вы скажете, это невозможно сделать, это нереально, потому что вы сами себя ограничили, потому что вы считаете, что вы с этим сами не справитесь. Но в реальности каждый человек, что бы его жизни не наступало, он всегда может справиться, он всегда может, знаете, вот перепрыгнуть на следующую ступеньку и сделать то, что, возможно, в другое время он не делал. Если вы обращали внимание, почему есть люди, которые достигают каких-то больших высот, успехов, становятся действительно богатыми, могут себе позволить путешествовать и так далее. Не потому, что они такие самые удачливые или они счастливые, а потому, что они изо дня в день пытаются выйти из зоны комфорта. Они пытаются понять, что же им нужно делать. Кроме того, они пытаются каждый день произносить определенные слова.
Слова это могут быть разные, потому что у каждого человека свой уровень развития, свой уровень восприятия этого мира. А наш мир, он многогранен, потому что если вы будете смотреть на одну и ту же вещь, каждый человек будет ее по-разному видеть. Самый простой пример – дерево. Что у вас, какая сейчас вот ассоциация возникает, связанная с деревом? Вот вы видите дерево, зеленое, красивое дерево. И если кстати, напишите в комментариях, вот какая у вас ассоциация с деревом, что для вас дерево. Так вот, один человек возьмет сразу кисти, лист бумаги и начнет красиво прорисовывать это дерево. То есть художник, он будет видеть вот красоту именно вот так. Если придет другой человек, он скажет: о, отличная была бы идея из этого дерева сделать бы, например, стол или стулья, то есть мебель. Третий придет и скажет: вот это дерево я приду осенью, срублю, и я смогу немножко протопить свой дом или на даче комнатку. Пятый придет и скажет, просто придет и будет восхищаться, и каждый раз приходить с чашкой чая или чашкой кофе и восхищаться этим деревом и так далее. Поэтому вы должны понимать, что нельзя зацикливаться, не надо смотреть на других людей, так как они живут, что они имеют. Особенно у нас люди... Все, кто нас смотрит, любят зацикливаться, говорить: а вот депутаты, а вот там у нас правители и так далее, и так далее. Забудьте о них. Они живут в одном мире, мы с вами живем в другом мире. Да, нам приходится этому миру подчиняться. Почему? Потому что был бы в мире просто бы хаос. К сожалению, мы всегда хотим видеть какого-то лидера. Нам нужен вожак почему-то. И это сложилось испокон веков, и это, наверное, нормальное. Так вот, вернемся к нашей волшебной фразе. Именно эта фраза поможет осуществить ваши мечты и сама позаботиться о вашем благополучии. Если вас что-то сегодня беспокоит, вас что-то не получается, говорите эту фразу. Далее, если у вас, еще раз повторим, если у вас все хорошо, если у вас все прекрасно в жизни, вы уверены в себе на 100%, помните о том, что хотя бы высшим силам, ангелам-хранителям, вашим помощникам, всегда их благодарите, всегда благодарите их за то, что они вам помогают, подсказывают. Не думайте о том, что вся заслуга только принадлежит вам. Особенно, когда, например, вы знали, что у вас что-то не получалось, а потом раз происходит что-то, и вы видите, что все происходит в другом свете, в ярком, красивом, светлом. Возможно, высшие силы сделали так, чтобы ваш мир изменился. Поэтому обязательно всегда благодарите. Благодарите своих родителей обязательно. Благодарите самых близких людей, которые вас поддерживали в самую трудную минуту. Очень часто бывает такая ситуация, когда у вас действительно все очень плохо, вы в долгах, в кредитах. И знаете, в этот момент и проверяются люди. Потому что иногда человек тоже такой бедный же, у него он живет так вот, но он всегда может прийти вам и помочь. Возможно, он дома выращивает картошечку, и он вам поделится с вами этой картошкой, понимая, что как вам тяжело. А другие будут вам в этот момент насмехаться. Но вот этот человек, который вам помог, вот он и настоящий ваш друг. Вот это очень важно понимать. Кто такие друзья? Друзья — это не те, которые с вами в радости, а которые в горе. Потому что в горе, в печали, в том состоянии, в котором люди могут находиться ввиду различных ситуаций в нашей жизни. Вот это настоящие. Друзья, так вот, фраза, которую нужно повторять. «Мой мир заботится обо мне». Или вы можете написать или запомнить: «Мой мир оберегает меня». Или «Я делаю заказ, а мой мир исполняет его». Видите, простые фразы. Вот возьмите себе, перепишите фразу, но из опыта самая действенная, самая сильная считается: «Мой мир заботится обо мне». И вот вы идете на работу, произносите эту фразу. Кроме того, можете в этот момент и обращаться к своим ангелам-хранителям, к высшим силам. Заведите практику что-либо делать 21 день. Вот сильная вот эта практика, она не просто придумана именно ровно 21 день. Дело в том, что за 21 день мозг наш перепрограммируется. Маленький пример –
Например, вам нужно просыпаться в 5 утра. Но вы не будете просыпаться до тех пор, пока вы не начнете ставить будильник, да. Если вы будете в первых 5 дней ставить будильник, будете на 5, вам будет очень сложно просыпаться. Но вы вечером уже себя перепрограммируете на то, что вам нужно вставать в 5 утра. Пройдет 10-15 день, вы уже сами будете вставать в 5 утра без будильника. Так вы должны понимать, что наше тело, наш мозг может перепрограммироваться. Помните, мы состоим из 80% из воды, поэтому наше тело может быть перепрограммировано в нашем материальном мире. Пробуйте. Вся информация у вас на виду. Пожалуйста. Мой мир заботится обо мне. И это, наверное, то, что нужно повторять это в течение дня. Мы вам всем, друзья, желаем мира, любви, благополучия, изобилия, достатка. Пусть в вашей жизни будет только все прекрасно, пусть чудесно, великолепно, но не зазнавайтесь и учитесь каждый Божий день. Это очень важно.